Всем привет! Вы на канале PsyEnergy Life, и в этом видео мы поговорим о том, что никогда нельзя делать с холериком. Как вы уже помните из предыдущего видео о холерике, что этот человек яркий представитель импульсивной личности, которому, как говорят, палец в рот не клади. Кто не видел это видео, может перейти на него, кликнув по подсказке в верхнем правом углу. Ну а мы продолжаем. Итак, первое, что я вам настоятельно рекомендую, ни при каких обстоятельствах не старайтесь провоцировать его. Всегда продумывайте свой текст заранее и пытайтесь предугадать, как может отреагировать холерик на ваши слова. Потому что если он не поймет вашу мысль, то может, откровенно говоря, обидеться или и того хуже разозлиться. Так, казалось бы, безобидная ссылка на интересующий вас материал, отправленная холерику, может повлечь за собой негативную реакцию, в которой он будет уверен, что вы хотели намекнуть на его недостаточные знания по текущему вопросу. Не говорите двусмысленно. Холерик очень не любит, когда ему приходится напрягать свои мозги, и особенно только потому, что вы что-то сказали завуалированно, а не прямо. Он и сам достаточно прямолинеен, но нарушивший один раз в его голове ваш уже создавшийся образ как хорошего человека, он запишет на свою подкорку новую информацию незамедлительно. И поверьте, это в его памяти останется надолго. Не реагируйте эмоционально. Старайтесь говорить с холериком уверенной и размеренной речью, потому как ваши лишние эмоции могут спровоцировать его автоматический рефлекс, который славится умением из тихого собеседника превратиться за секунду в фурию. Вы не успеете опомниться, как в вашу сторону полетят мячики от пинг-понга с претензиями и ответными эмоциями. Вам придется очень быстро научиться уворачиваться или же отбивать со скоростью света. Причем поругается он с вами с легкостью и точно так же легко отойдет от этого состояния. Но сможете ли вы принять его спокойствие после всего этого? Это еще вопрос. Не пытайтесь успокаивать его, особенно в разгаре конфликта. Когда холерик в разговоре уже завелся и образовался конфликт, то попытаться остановить его пыл и успокоить будет практически нереально. Все, что скажете, будет только еще больше раззадоривать его на продолжение этой агрессивной манеры разговора. Это будет то же самое, что пытаться потушить огонь, подливая в него с каждым заходом все больше и больше масла. Холерик любит в любом споре оказаться победителем, и лишняя настойчивость на успокоении с вашей стороны скорее даст ему сигнал, что он прав, и нужно еще чуть-чуть настойчивости, и оппонент его вывесит белый флаг. А победа для него является всегда первостепенной задачей. Не указывайте на его недостатки прилюдно. Если вы хотите сказать, что холерик в чем-либо был неправ, то не стоит его отчитывать прилюдно. Он вас не услышит и даже не попытается вникнуть в суть ваших слов. Потому что он не то чтобы не поймет вас, а скорее всего найдет кучу недочетов в вашем поведении и действиях. Он умело переключит всеобщее внимание на вашу персону и, соответственно, найдет 1000 аргументов и подтверждений своим словам. А благодаря его уверенной речи большинство может поверить ему на слово, даже не пытаясь проверить для начала полученную информацию. У него в этом случае будет выигрышное положение. Не перетягивайте внимание на себя. Холерик – это человек, который любит быть в центре внимания, у которого спрашивают советы, и он не терпит людей, которые хотят занять место звезды мероприятия. В нем просыпается тщеславие и чувство соревновательного духа, где ему обязательно во что бы то ни стало нужно быть первым. А тут вдруг вы, да еще и пытаетесь отобрать его сияние? Нет, он с этим не будет согласен ни за что. Будьте готовы к тому, что он без разбора, не задумываясь, бросится вас атаковать как петух, защищая свое потомство. Не перебивайте. Многим не нравится, когда их перебивают. А кому понравится? Спросите вы. Да, наш канал с вами согласен. Никому.
Но холерик это не любит в 10 раз сильнее, чем кто-либо. Потому что прежде чем что-то сказать, он тщательно продумает свою речь, кроме резких неподконтрольных реакций в силу своего темперамента. Когда кто-то пытается перебить холерика, и особенно если у этого кого-то это получается, он начинает чувствовать давление на себя и тотчас же строит экстренный план по устранению самохвальца. Так как план будет экстренным, то понятное дело, что он не все продумает до мелочей, как флегматик, к примеру, но по ходу дела сможет метать вас в очень такие острые стрелы. Будьте готовы к такому повороту событий. Причем разбираться в ситуации специально его перебили или нет, он не будет. Это не в его темпераменте. Если это что-то было довольно спонтанным, то холерик сначала сделает дело, а потом подумает, и то далеко еще не факт. Не говорите то, в чем не разбираетесь. Человек с типом темперамента холерик любит развиваться. Оттого очень часто читает информацию различных журналов, книг, статей в интернете, а также смотрит обучающие видеоролики. В целом, развитие – это его самое любимое занятие. Поэтому, если собеседник начнет говорить что-то, в чем совсем не разбирается, то холерика это взбесит, и у него появится дикое желание заткнуть такого человека. Причем его способы будут настолько изощренными, что собеседнику захочется самому потеряться в тумане, лишь бы не разбираться с тем, кто хоть что-то понимает в его теме. И не дай бог не отступить вовремя от холерика. А то вдруг он еще сможет вылить на псевдоумника ушат грязи с головы до ног. А мы вам скажем по секрету, не вдруг, а точно. Не пишите с ошибками. Это дополнение к предыдущему правилу, если можно так сказать, потому что именно из-за того, что холерики очень часто далеко не глупые люди, то и с грамматикой у них все складывается более-менее. Если вы думаете, что можно писать с ошибками, главное, чтобы он меня понял, то нет, с холериком это не проканает. Холерик по своей натуре не упустит возможности лишний раз исправить человека, а зачастую и не держит людей, которые пишут с ошибками возле себя. Они его, откровенно говоря, бесят. Не задавайте глупых вопросов. И это тоже маленькое дополнение к ранее сказанному. Холерик предпочитает общаться только с людьми, которые достойны его окружения, по его мнению. Он охотно обзаводится новыми знакомствами, особенно если может разузнать что-то новое. Поэтому не задавайте глупых вопросов, а старайтесь вести с ним разговоры на такие темы, в которых вы чувствуете себя уверенно и спокойно. Вот такие простые рекомендации, но очень действенные, помогут не ошибиться в общении с холериком. Если вы, конечно, не хотите специально его довести до белого коленя. Или хотите? Шутка. А с вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, какие рекомендации сне вы бы сюда добавили. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.